Здравствуйте, Дима. Здравствуйте, Добрый друзья мои. Сегодня вторник. Я отвечаю на ваши вопросы. А у меня есть вопросы, которые вам уже прислали на радио. Меня зовут Людмила, 36 лет, браке 2 года, ребенка 8 месяцев. Пропала либидо. Сначала воздерживались от секса из-за послеродовых проблем, но потом поняла, что нет лечения. Ссылалась на усталость, недосып, но недавно поймала себя на том, что жду, когда муж заснет, отсиживаясь в ванной. То есть это не разделение приоритетов в пользу сна. Я в это время все равно не сплю. Муж расстроен. Боюсь, могут быть более глубокие проблемы. В остальном отношения хорошие, конфликтов нет, мужа очень люблю, депрессии нет. Проконсультировалась с психологом, у нее первое образование психиатрическое. Как вернуть сексуальную жизнь, пока не запасла керосином? Спрашивает нас Людмила. Хороший вопрос, Людмила. Давайте поговорим. Смотрите, вы сказали, что у вас депрессии нет, при этом либидо исчезла. Например, можно предположить, что роды были там не самые легкие, и закрепился какой-то испуг, что вот если я сейчас займусь сексом, у меня будет беременность, и опять это все проходить, и вот страх, например, мог не дать вам возможность полноценно заниматься сексом. И тут один такой вариант. Подумайте про него. Второй вариант. Вы сосредоточены на ребенке, и вам как-то, скажем так, сексуальная жизнь отошла на второй план. Но я не знаю, вы ходили к психиатру, и вам не подтвердили депрессию, хотя вы сказали, что у вас были послеродовые проблемы, может, это были не психологические проблемы, а физиологические. Но, чтобы долго не тянуть кота за разные места, я вам предлагаю пойти к сексопатологу и к сексологу. Это разные специалисты, потому что сексолог – это психолог, который занимается сексуальными проблемами. А сексопатолог – это уже врач, который занимается проблемами, так скажем, психосоматическими и соматическими. Успехов. Звоночек у нас. Здрасте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия, я из города Ставрополя. Здравствуйте, Анастасия из города Ставрополь. Скажите, пожалуйста, Михаил, вот до этого звучал вопрос тоже насчет вот отношений с супругом. Я тоже в браке, 12 лет, 3 детей у меня. С мужем разводиться не хочу, но вот отношения в плане интима тоже, не очень, можно сказать, с моей стороны. Мне не хочется этого делать. То есть вы не хотите? Ага. А причина-то есть? Как-то вы 3 детей-то сделали через силу? Я вообще это не делаю уже. Раньше делала через силу. То есть у вас с самого начала такие были проблемы? Нет, сначала было все хорошо, потом рождение ребенка, естественно, он уходил в другую комнату, как ночью, чтобы отоспаться, на работу вставал. Потом вот так потихоньку начал спать в другой комнате, и то было, то не было, как-то не очень. Так. А до рождения ребенка, было все хорошо. Так. А потом вот я переключилась, наверное, моя больше любовь переключилась на ребенка, мне так кажется, потому что я перестала уделять ему внимание, он тоже как-то отстранился. Потом, уже когда мы родили 3-го ребенка, вроде у нас начало как-то налаживаться, все это в плане, и постели, все более-менее стало хорошо. Я ему говорю, что муж должен спать с женой в одной кровати, независимо от того, что есть маленькие дети, нет. И более-менее. А потом раз, и мне вообще не захотелось. То есть не то, что мне вообще не хочется ни с кем. Мне не хочется с мужем, понимаете? Я, естественно, ему не изменяю, но я не хочу разводиться. Вопрос, как наладить интимную жизнь?
Давайте я попробую вслух порассуждать. Итак, что это за история о том, что сначала у нас было все хорошо, а потом с рождением первого ребенка, второго ребенка и третьего ребенка муж стал уходить и спать отдельно от жены. Дело не в том, что муж разорвал какие-то сексуально-эротическо-любовные связи, типа раньше он спал с женой, а теперь он спит без жены. Дело в том, что жена почувствовала, что она одна с ребенком. Я вам хочу сказать, друзья мои, вы себе представьте, что такое вставать к одному ребенку, а потом представьте себе, что такое вставать к 3 детям. И муж оказался как бы, не сильно помощником, другом. То есть они не вместе разделили эту проблему, а это проблема. Не спать ночами. И я думаю, что совершенно бессознательно жена, как-то обиделась, напряглась, что как-то мы зачали-то вместе, да? Рожала я одна, и дальше я опять одна. То есть мы эту тему много раз поднимали, что в России есть такая история, что во многих семьях, слава богу, не во всех, но есть семьи, где мужчина считает себя кормильцем. Так вот, Анастасия себя почувствовала одинокой, что мужу совершенно все равно, как она справляется. Он как бы пришел с работы, поел, если завтра на работу, пошел к себе спать. И из-за этого произошло охлаждение. Я думаю, что вернуть можно, произведя все в обратном порядке. Муж спит с женой, а так же, как жена подходит к ребенку, давая возможность ей поспать, и это может вернуть ваши сексуальные отношения. Давайте попробуйте. Если сможете, еще раз дозвонить и сказать, не сейчас, месяца через 2-3 хотя бы. Еще звоночек. Здрасте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня Катя зовут из Москвы. Знаете, хотела такой вопросик задать. Встречаюсь с человеком, который не так давно развелся, у него есть ребенок. Ага. Я тоже в разводе, мне, уже давно, 6 лет. У меня тоже есть ребенок, но тут, наверное, вопрос не в детях, вопрос в том, что он очень такой ответственный человек, и по любому поводу, если его жене бывшей нужна помощь, какая бы то ни была, она ему может позвонить, о чем-то попросить, не так, что прямо сейчас приезжай, сию секунду, но вообще куда-то поехать с ней, ее сопроводить, еще что-то. Он всегда готов, всегда отзывчивый, всегда помогает, и мне это напрягает. Я пытаюсь понять, в чем проблема, во мне или в нем. Я не знаю, а что у них, какие-то отношения с женой продолжаются? Нет, отношений никаких не продолжает, как он говорит, я вообще не в курсе, я их никогда не видела, я с ним никогда не общалась, и только то, что с его слов, что он вообще с ним не общается. Только с ребенком общается. При этом он говорит, что он с ребенком общается, но по первому зову жены едет ей помогать. Да, но мы с ним живем вместе. То есть, он всегда, в принципе, со мной, но если ей нужно, он всегда срывается, и поедет, никогда не откажет. А вы с ним разговаривали, что это может быть как-то странно, потому что ребенок, он поехал по поводу ребенка, а мать ребенка, это уже другая немножко история. С ним, он говорит, что просто эта девушка, жена больше, она не из Москвы, вообще не из России, скажем так, из содружественного государства, но она уже достаточно долго живет в Москве, но он говорит, что у нее нет здесь друзей, нет знакомых, никаких она не приобрела за то время, пока жила, если ей нужна какая-то помощь, она обращается к нему всегда. Понятно. Но я бы то есть, если бы я была на месте его жены, то есть я бы с какими-то просьбами, которые просит она, могла бы спокойно обратиться к друзьям. Но вы знаете, он комментирует, что у нее друзей нет. Слава богу, что не на месте ее жены. Если были на месте его жены, вы бы развелись с ним уже. Так вот, что я вам хочу сказать. Если вам это неприятно, вы должны об этом прямо сказать. То, что касается ребенка, это святое, вопросов не должно вызывать. То, что касается жены, вы скажите, что мне это все не нравится, он будет говорить, она одна, у меня нет друзей. И тут мы смотрим на 3 правило. Вы знаете, как выглядит 3 правило? Я не помню их нумерацию. Сразу говорить то, что не нравится, и только один раз.
Дальше вам придется решение принимать. Вы не можете терпеть, это единственное, что я могу сказать. Так что вот так вот как-то. Понятно. Да, Спасибо. пожалуйста. Что, еще звоночек? Да. Как это, такая была пародия на Харламова, и тут пельменная как с цепи сорвалась. Здрасте. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Сергей. Очень рад, что дозвонился до вашей студии. Хорошие ведущие, умные люди. Михаил, меня очень вопрос такого характера. Меня как не сильно, может, интересует сексуальная тема. С этим, слава богу, все в порядке. 51 год. А может, и не все в порядке. Не сначала слушал вашу передачу. У меня просто такая вот ситуация. Не знаю, как ее разрешить. Да, алло, вы меня слышите? Да-да. Вопрос такого характера. Мне 51 год, живу с любимым человеком, 21 год. У нас нет детей. Все бы ничего. Ну вот, мне хочется ребенка. Есть ребенок. Ребенку ее 30 лет. Но мы фактически не общаемся с ребенком. Ребенок вырос, и, в общем-то, там свои дела, свои заботы. А в чем ваш вопрос? В чем вопрос? Как быть в данной ситуации? Жене 52 года, мне 51 год. Вы знаете, это очень простой вопрос. Пока мы с вами разговариваем, тысячи, десятки, а то и сотни тысяч детей в России сидят в детских домах, в интернатах, без родителей. И думают о том, как бы попасть домой, как бы найти себе мать с отцом. А мы с вами в это время по телефону обсуждаем, вот мне 51 год, как бы вы говорите, я родить уже, то есть жена уже не может, да и не надо. Вот вам вариант. Я не думаю, что я вам сейчас Америку открыл. Наверное, вы с женой это обсуждали, но вот почему-то такой вариант вы не выбрали. Подумайте о нем еще раз. Добрый вечер. Ну, мы уже так сейчас в WhatsApp переходим. Меня зовут Ирина, 54 года. Я заметил, что привыкла подстраиваться под людей, соглашаясь с чужим мнением. Сама первая не высказывает, что скажут люди, а потом соглашаюсь. Как от этого избавиться? Ну, чтобы от этого избавиться, нужно, во-первых, не подстраиваться, иметь свое мнение. Если вы хотите высказаться, высказывайтесь, не ожидая мнения других людей, и вы от этого избавитесь. И еще, тут вы не пишете, но это я вам так уже бонусом, не надо это самое спрашивать других людей по поводу себя. То есть вы должны сами с собой разобраться, правильно вы идете, неправильно, есть вы ошибки делаете или не делаете, как вы выглядите и так дальше. Сами принимайте решения, а людей не спрашивайте. Это даст самооценка повыситься. Добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Просто прервался. Да. Это Сергей по поводу... Да, Сергей. Ну вы слышали мой ответ, да? Алло. Вы мой ответ слышали? Нет, не слышал. Прервался, связь прервалась. Я вот перезвонил. Еще раз говорю, вам надо взять ребенка на воспитание из детского дома, из интерната. И нет никаких проблем. А вы до меня, типа, не думали об этом, да? Вы знаете, было, думал, было. И что? Было. И вот, и не знаю, сам не знаю. Вы знаете, сейчас это по-другому делается. Это не то, что вы взяли ребенка, чувствуете, чувств нет никаких, но что, его обратно отдавать, да? Сейчас это делается не так. Вы находите себе ребенка, и вы с ним начинаете общаться просто как люди, которые приходят в дом ребенка и просто с ним играют. Там часто можно видеть людей. А потом, если вы поймете, что это ребенок ваш, вы его и домой забираете иногда, вот, то вы его забираете насовсем. Если вы поняли, что не получается, то вы его просто не берете. У меня все. Меня зовут Кристина, я в браке, 3 детей, очень хочу еще девочку, хотя сама могу родить, но не хочу этого делать. Вот, кстати, пожалуйста, не успел, я только трубку
положить. Хочу взять ребенка с детского дома, но муж и старший сын этого не хотят. Дочка хочет. Как мне поступить в данной ситуации? Вот это вопрос вопросов. Вы можете взять ребенка из детского дома, если вы полностью рассчитываете на себя и делаете так, чтобы, конечно, не было дома у вас из-за этого конфликта. То есть вы можете сказать, что вот я делаю это для себя, мне это нужно, и я сама полностью и обеспечивать ребенка буду, и ухаживать за ребенком буду, никого просить не буду. Если после этого вы договоритесь, так и берите спокойно. Так, звоночек еще возьмем. Здрасте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, меня зовут Марина. У меня к вам есть вопрос, и я буду очень рада, если вы мне поможете. У меня такая ситуация. Я прожила в браке с мужем, теперь уже бывшим, 24 года. У нас был ранний брак и ранний ребенок. Спустя вот это время я с ним развелась. Мы развелись по моей инициативе из-за алкоголизма мужа. Она принимала уже очень неприятные формы, хотя мы договаривались, но он обещания не сдерживал. Это болезнь, то есть он алкоголик у вас, да? Алкоголик. Да. Так. Как сказать, сейчас он не пьет в такой степени, как это было в браке. Он не работал, когда мы вместе с ним жили, и вообще, скажем так, не очень нес ответственность за семью, как мне казалось. Спустя 3 года после нашего развода, собственно, вот уже прошло 3 или 4 года, сейчас у меня новые отношения, и я очень довольна этими отношениями. Этот человек на 10 лет меня старше, у него нет ни детей, ни каких-то там хвостов, которые могли бы осложнять жизнь. Да. Нет, я не против детей, я имею в виду... Про алкоголь и наркотики, проблем. я понял. А вот мой сын, он так и не смог простить нам с отцом развод. А сколько сыну лет? Из-за этого он уехал из города к бабушке и живет сейчас в другом городе. А сколько сыну лет? 25. Пусть дальше не прощает. Я думаю, ему лет 10. Нет, ему 25 лет, он взрослый человек, и каждый раз, когда мы с ним видимся, он говорит: мама, вам надо опять пожениться с папой, так жить нельзя, вы близкие люди, родные люди. И, понимаете, я бы уже и снова вышла замуж, и меня мой друг очень поощряет к этому, зовет меня замуж, и у нас очень хорошие, здоровые, нормальные отношения. Так. Но я боюсь потерять своего ребенка. Понимаете, в чем страх? Поэтому в чем ваш вопрос? Вынуждена. А вопрос мой в чем? Я живу фактически двойной жизнью, и мне приходится врать ему о том, что я там дома занимаюсь домашними делами и так далее. Понимаете, у меня единственный сын, и я боюсь его потерять настолько, что вот очень дорожу его сыном и не могу избавиться от этого страха. Я не знаю, что мне делать дальше. Я не хочу жить двойной жизнью. Вот вопрос, что мне делать дальше, правильно? Для того, чтобы жить своей жизнью. Давайте еще раз попробуем. У вас вопрос-то будет? От мнения своего сына. Так а вопрос-то будет, или это ты был вопрос? Вопрос, как мне набраться смелости, сказать о том, что я имею право на второй шанс. Как мы и, кстати, и с отцом-то продолжаем, не очень уж близко, но тем не менее общаться. Он мне там поздравляет, пишет мне всякие там «Доброе утро, зайенька» и так далее. Как мне набраться смелости им обоим сказать, что все, я имею право на личную жизнь, на второй шанс. И вы меня простите, но я не буду больше с вами спорить. А вы с мужем развелись? Да, официально. То есть он как бы мужем не является? Нет. Но я полностью разведенный, свободный человек. А что ему надо объяснять? Ему не надо ничего объяснять, он вам никем не приходится. Он для вас посторонний человек. А то, что касается вашего ребенка, вы можете ему просто-напросто сказать, что я как живу, как хочу, тебя не устраивает, это твои проблемы. Не надо не извиняться. Я не могу так сказать ребенку. В этом вся проблема.
Поэтому у вас такие тяжелые отношения. Ну, во-первых, и с ребенком, и в жизни, и сама вы страдаете, потому что вы боитесь. Да. А представьте себе такая ситуация. Если ваш ребенок скажет, ну, вот у меня теперь нет матери, то вы побежите замуж выходить второй раз за его отца, что ли, я не понимаю? Это вопрос сейчас был. Ну, я не планирую, не хочу выходить замуж за его отца. Но вы знаете, ну, я очень не хочу услышать такое от своего ребенка. То есть вы готовы быть заложником просто из страха, что ребенок обидится и не захочет. Притом ему плевать, что его отец алкоголик, что была реальная объективная причина. И сначала вы развелись с его отцом, потом появился другой, а не то, что вы кому-то ушли и так далее. Ему пофигу совершенно, да, я смотрю? Ну, можно сказать таким грубым словом, что пофигу, но, в общем, его не очень заботит мое личное счастье, это правильно. Ну, тогда решайте вопросы. Понимаете, в чем дело? Вы как бы получаетесь заложником страха потерять ребенка. Вы заложник. Но до тех пор, пока вы заложник, у вас будут проблемы. Вы должны быть готовы к тому, что ребенок обидится и какое-то время общаться не будет. Как только вы к этому будете готовы, жизнь наладится. Так, читаем дальше. Здравствуйте, история такая. 5 лет назад я, будучи беременной в браке, познакомилась на приеме с врачом. Нифига себе. Какой-то у нас интересный сегодня эфирчик. При том, что тема никакая не заявлена. Через 3 года я развелась. Все это время он как по расписанию смотрел мой сторис. А еще через год он снова меня нашел, начали встречаться, и все... Я думал, что сейчас прям параллельная история. Нет, вот женщина порядочная. И все было хорошо. Потом стал пропадать и появляться. На вопрос, почему, отвечаю, что не хотел иметь зависимость. Это его кавказская кровь или просто отмазки? Второй вопрос, почему меня не отпускает? Это эго? Слушайте, это все поведение ненормальное. Я бы даже себе голову не ломал, что это значит, что это не совсем адекватное поведение. Почему, спросите вы? Потому что человек, врач, с беременной, замужней женщиной, что познакомился, он врач. Вот. Но, с другой стороны, он ничего плохого не делал, да? Зачем я на человека зря наговариваю? Прошу прощения, был неправ. Никто не запрещает человеку смотреть чужую историю, согласен. Поехали дальше. Когда вы уже были, в разводе, он вас нашел. Почему он стал пропадать и появляться, я понятия имею. Вам же это не нравится. Ну, так скажите ему, что вам это не нравится, потому что это может быть и дальше продолжаться. И не надо ломать себе голову, что это означает, кавказская кровь или еще какие-то причины. Какая вам разница? Вам это неприятно, это любому человеку будет неприятно. И не знаю, что у вас там дальше получится, потому что вы что-то уже начали не очень хорошо. Если человек пропадает и появляется, это неприятно в любом случае. Какая вам разница, почему это происходит? Я думаю, что это никакой роли не играет. Здравствуйте, как заставить себя избавиться от чувств к человеку, который то приходит... Вот прямо как под копирку. То приходит, то уходит. Даже если ты уверен в его чувствах, меня такие отношения расстраивают. И почему меня тянет человеку, с которым я хочу быть, но мозгом понимаю, что это не так? Потому что многие взрослые люди в детстве, я сейчас говорю только один пример, это не говорит, что у вас такой, но просто для примера, чтобы было понятно. Привыкает вот к чему. Что, предположим, отец с матерью развелись, и отец стал пропадать. И ребенок плачет, когда придет папа забывает, потом папа появляется, потом папа пропадает. И когда этот ребенок вырастает, он, к сожалению, уже готов к таким отношениям. К сожалению, потому что он привык к этому с детства. Отвыкайте. Не общайтесь с людьми, которые пропадают. Будет то же самое, только хуже. Но это, в конце концов, ваше дело. Вот как интересно, у людей голова работает. Вроде темы никакой не задавали, а как пошло, так и все прямо об одном и том же пишут. Спрашивает меня Дмитрий вопрос касательно 3-го правила. Да, если кто не понял, я просто отвечаю на вопросы. В каком случае нужно принимать решение о прекращении? В
случае, если есть неприятное действие человека, продолжается, не хочешь с этим мириться? Да, правильно. Телефончик, здрасте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Дмитрий. У меня такой вопрос. Где-то уже в течение полгода, как я перестала общаться со своими друзьями, ну, прям вот до минимума сократила общение с ними, ну, и в том числе и с родными. Причина такова, что они меня очень сильно все раздражают, но не без причины. Ну, к примеру, вот, чтобы было понятно, да, вот мама может позвонить, мы с ней живем в разных там городах, ну, как дела, там спрашивает, еще что-то. И разговаривать, как бы, ну, вот, по существу, ну, не о чем. Ну, все хорошо, там, живы-здоровы, слава богу, до свидания. Хорошо. А часами вот о чем-то, ни о чем на телефоне висеть, ну, мне тяжело, мне неинтересно. Мне зачем вы висите на телефоне? Что? Зачем же вы на нем висите, на телефоне? Ну, не знаю, может быть, чтобы не обидеть. Или, к примеру, вот другой случай. Вот подруга, да, уже 4 года встречается с женатым человеком и постоянно рассказывает мне истории о том, какой он хороший, она его оправдывает и так далее и тому подобное, что он не уходит из семьи. Но меня это все жутко раздражает, я прям сатанею. Вот скажите, как вот, ну, все равно мне как бы хотелось бы, конечно, общаться с друзьями, с семьей, но я не могу с ними общаться, потому что я считаю их глупыми, недалекими, и мне это неинтересно вообще все это выслушивать, все эти оправдания женатых и так далее и тому подобное. Вот как мне от этого избавиться, а как, вот я не знаю, ну, более лояльнее, что ли, относиться к людям, терпимей? Нет, лояльнее вы относиться можете, но это не означает, что вы должны все это слушать. Вы должны сказать так, как вы мне говорите. Мама, но у меня как бы есть дела, поэтому я пойду, пожалуй. Ну, когда вот разговор себя исчерпал, да? Как у тебя? Вот я прошу прощения. Да. Здесь даже дело в том, что, понимаете, что меня это страшно раздражает. Вообще в целом не только мама, подруга, а вот такие вот ситуации. Даже вот я вот слушаю вот звонки в студии, да, вот, и люди задают такие вопросы страшные. Вот знаете, ну как, ну они, наверное, для них абсолютно нормальные, но я слушаю и думаю, господи, вы вообще о чем? Неужели такие случаи вот бывают в жизни, да, там, ну вот как только что из Ставрополя позвонила девушка. Я прошу прощения, конечно, вот, но я не хочу, я хочу это в себе как бы искоренить, убрать, чтобы, ну вот более спокойнее, что ли, реагировать. Хочется спросить, мне уже вешать трубку? Я уже надоел уже? Я могу помолчать? Ну, говорите. Ну, вот просто я, ну как вот быть вообще? Я еще раз попытаюсь объяснить. Не надо принимать участие в разговорах, которые вам не нравятся. Что тут сложного? Значит, давайте по очереди. Мама. Ну, мама, может, она в возрасте, она обидится. Маме можно просто, когда вот как дела, наверное, говорит, мам, ну ладно, я пошла, пока. Если мама начнет, как это говорили, толочь воду в ступе, вы говорите, мама, ну вот я не готова вот ни о чем говорить. Если у тебя есть что-то интересное, я тебя слушаю. И мама постепенно привыкнет к тому, что или она звонит, у нее дело какое-то, или она не звонит. Подругам просто сказать, меня вообще не интересует это ваша мелодрама, поэтому давай что-то о другом поговорим, мне это скучно слушать. Но она не будет с вами, она или вообще не будет звонить, или хотя бы не будет грузить вас своими личными отношениями. Вот так, я вижу, вы можете решить эту проблему. А принимать участие в разговоре, в котором вы не хотите принимать участие, для того, чтобы потом сказать, слушайте, как мне это все не нравится, так это ваш косяк. Зачем вы эти разговоры-то поддерживаете? Ну, скажите, что вы не хотите об этом говорить, и проблем не будет. Как понять про себя, абьюзер ли я или подкаблучник? Какие есть признаки? Антон спрашивает. Это все, что вы спросили бы. Вот как понять про себя, там, я худой или толстый, маленький или длинный и так дальше. Это как бы противоположные вещи. У абьюзера признаков он фиг найдет, должны другие пожаловаться. А подкаблучник — человек, который в ущерб себе все время пытается девушке угодить. Ему это не нравится, но он это старается делать, чтобы ей понравиться. Еще раз повторяю, в ущерб себе. Это подкаблучник. Давайте звоночек примем. Он вернет меня к жизни. Здрасте. Здравствуйте. Михаил, добрый день. Здрасте. Меня зовут Константин из Москвы.
И мы с супругой уже 15 лет в браке. И такая ситуация. В целом отличные отношения. Ребенок 3 года. И все бы ничего, только есть одна ситуация, когда бывает такое, что я прихожу домой, а супруга выпившая. И да. Так. Причем она стесняется этого, она об этом мне не говорит, но это все видно, и когда я прихожу, говорю, ну, что это такое? И она такая, ну, да, я виновата. На следующий день мы это обсуждаем, я говорю, слушай, давай как бы вот без этого. А как часто это происходит? Это происходит, допустим, я на работе, она знает, что я приду там поздно вечером, и все, я прихожу. Она говорит, я выпила там полбутылки вина. А как часто это происходит? Как часто это происходит? Это раз в месяц, раз в 2 месяца может произойти. Чем, жалко, что ли? Человек раз в месяц выпил? Вы шутите, нет, что ли? я говорю, если ты хочешь, так, ты просто скажи мне, что я хочу сегодня там отдохнуть или выпить. Так. Причем это может быть там не просто полбутылки вина, это может бутылка быть вина. Так. То есть язык заплетается, взгляд косенький. Вот. И я говорю, давай так не будем делать. Она говорит, да, плохое поведение, не будем так делать. Не говорит, накажи меня. Повторите, пожалуйста. Она не говорит вам, накажи меня, я плохая. Не говорит так? Нет. Шучу. Мы просто обсуждаем это спокойно и... С пьяным человеком не надо ничего, кстати, обсуждать, забыл сказать. Дождитесь хотя бы, когда она протрезвеет. Да, это на следующий день происходит. Как бы мы не в моменте это все делаем. Я прихожу, естественно, я расстроен, огорчен. И на следующий день я уже это обсуждаю. А вы чем расстроены? Что она без вас пьет или чем? Тем, что она обманывает. Тем, что мы это проходим, обсуждаем, приходим к выводу, что это плохо и что так делать больше не будет. Что она так делать больше не будет. Проходит какое-то время, ситуация повторяется. А что ваш вопрос? Вопрос в том, что может быть это нормой, или это все-таки какой-то есть, не знаю, дефект, да, потому что супруга ходит еще к психотерапевту, но она не конкретно эту проблему решает, а вот в целом со своими тараканами разбирается. И там раз в неделю, сейчас уже раз в 2 недели. И вот мне понять, это вот проблема, с которой надо бороться, или это просто нужно принять и не придавать такого большого значения? Ну, вы можете попробовать, вы можете сделать вид, что вы не обращаете внимания, и, может быть, после этого она перестанет вас бояться и начнет вести себя по-другому. Но, в принципе, конечно, поведение ненормальное. Она, я не могу сказать, что она пьет, потому что раз в месяц, я не знаю, все пьют. Если бы она там каждый день пила, через день пила, и раз в неделю хотя бы пила по расписанию, мы бы тогда про алкоголизм поговорили. Но человек, который пьет раз в месяц или раз в 2 месяца, там не о чем разговаривать. Вот. Наверное, что-то ее переклинивает, какие-то... Вот это проблема, что она не для удовольствия пьет, а, как все алкоголики, к сожалению, от проблемы отталкивается. Вот. И, в принципе, хорошо бы это и с психологом ее тоже обсудить. Вот. Вас должно волновать не то, что она пьет, наверное, потому что она так пьет, что это ни о чем не говорит. То, что она боится, обманывает, передумывает и так далее. И вообще какое-то странное поведение. Вот. Типа, пока мужа нет дома, я быстро нажрусь, но непонятно, что это вообще все. Вот об этом вы можете с ней поговорить. Попробуйте ей в следующий раз никаких замечаний не делать и сделать вид, что вы типа не поняли. Посмотрите, как она на это отреагирует. Владислав, 31 год. Уфа. Вопрос с Михаилом. С сегодняшнего момента я понял, что являюсь творческим человеком. Пою, рисую, танцую. Однако все время тружусь на денежной работе в банке. Чуть слово «денежный» в кавычках. На сегодняшний день имею много обязательств, и кардинальная перемена деятельности может привести меня к банкротству. Как мне быть? Вам, может быть, если вы боитесь,
что вы уйдете с денежной работой в творческую, вы останетесь без денег. Тогда вы можете совмещать первое время и, продолжая работать в банке, петь, рисовать и танцевать. Если что-то из этого выстрелит, и вы начнете этим зарабатывать, то тогда вы примете решение. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, добрый вечер. Вас беспокоит Санкт-Петербурга. Меня зовут Татьяна. Не буду много времени тратить. Вопрос по существу. Всегда считала, что зять достойный человек, уважала, радовалась за семью дочери. Дочь взрослая, 36, зятю за 40. 2 внучки. Младшей 14 лет. И недавно, буквально вчера, я узнала, так как живу с ними на расстоянии, я в Санкт-Петербурге, а не в Иркутске, узнала от внучки, что папа, оказывается, физически наказывает детей. Так. И даже такие сведения, что ребенок, оказывается, обращался в милицию, доходило до опеки. И меня эта информация просто ввела в ступор, в шок. Я не знаю, как мне теперь отреагировать на эту ситуацию. Подскажите, пожалуйста. Я думаю, надо поговорить с дочерью. Может быть, не стоит детей подвергать такой опасности, а и иметь смысл разойтись с мужем. Если она не хочет расходиться, может, ребенок у вас поживет? Дело в том, что вот именно эта ситуация-то подошла к чему, что ребенок месяца 2 назад начал... То есть у нас не очень такие близкие были отношения, и как бы связь мы регулярно не поддерживаем. Ни с дочерью, ни с зятем, ни с внучками. Так как живем на расстоянии, у них своя жизнь. Я считала, что никогда не вмешиваюсь, это правильно, ни советами, ничем. Ребенок изъявил желание месяца 2 назад, позвонила мне и попросила, чтобы я дала согласие на то, чтобы она приехала летом на каникулы в гости. Девочке 14 лет исполнится. Я была абсолютно не против, очень рада, что дети пошли как бы со мной на контакт. Ну, видимо, взрослеют, может быть, требуется бабушка, я так думала, радовалась. Теперь я понимаю, что, видимо, во мне они увидели какую-то защиту подспудно там внутри. Так как от мамы я понимаю, что защиты они, видимо, тоже не получили, так как я узнала, что папа и маму наказывал физически. Хотя семья идеальная. В каком смысле она идеальная? Вы так принимаете слово «идеальное»? Имеет хорошую должность на счету, в семье все есть, достаток, работа достойная, и там заслуги, и заслуженный донор России, и спортом занимаются, и вылазки, и поездки. То есть я только была счастлива и рада, и гордилась. А здесь вот узнаю изнанку. А вы не спросили? Я абсолютно была в полном неведении, что такое вообще в этой семье могло произойти. Вы не дочь не спрашивали, не хочет ли она разойтись с этим благополучным мужем, со своим? Идеально. Насколько до вчерашнего дня мне было известно, что дочь просто боготворит и безумно любит этого человека. Тогда я вам расскажу вот что. Вы с точки зрения закона являетесь опекуном детей. Вот мать, отец — это все опекуны. То есть родственники, да? Если вы видите, что ребенок подвергается опасности, вы как опекун имеете право в это вмешаться, так как другие родственники не собираются ничего делать. Так, это вы можете. Во-первых, вы можете... А там 2 детей у вас, внук? 2 внучки, они, к сожалению, от разных пап. Но этот человек, мой зять настоящий, непосредственно на данный момент, воспитывает и старшую внучку с 4-летнего возраста. Она его тоже считает папой. Хотя своего родного папу тоже знает и общается. Ну, и тем не менее, во-первых, вы можете предложить детей забрать себе. И если дошло до органов опеки, вы как бабушка имеете право обратиться в органы опеки и высказать свою позицию. Вот. Я вам расскажу, раз такой разговор пошел интересный, как во всем мире решили эту проблему. Значит, у нас страна в каких-то вопросах сильно отстает. В частности, те, кто бьют детей, они же не говорят, что они бьют детей. Они это называют физическим воспитанием.
когда им говорят, какое нахрен воспитание, вы ребенка бьете, они говорят, но он по-другому не понимает. А так он понимает, меня били, я вырос нормально, ну и так далее. Когда это происходило, это во всем мире происходило, в Англии только в 1900, по-моему, 65 году отменили битье в школах. То есть в Англии еще и учителя могли бить детей. Чем они там, розгами их били, не знаю, но такое физическое доказание предполагалось. Так вот, законодательно они приравняли избиение ребенка, то есть то, что мы называем, ну не избиением же мы называем, конечно, воспитанием физическим, к сексуальному насилию. Практически одна и та же статья, что изнасиловали ребенка, что избили. И вы знаете, как-то настолько всех отрезвило в секунду, и на сегодняшний день никто детей даже пальцем не трогает. И вот я смотрел такой сериал, какой-то американский «Озарк». Ну, это типа их не ответ на их же сериал «Во все тяжкие», да? Про родителей с двумя детьми, а родители занимаются производством или что-то... они отмывают деньги на наркокартеле мексиканского. И вот дети просто хамят родителям. Просто вот хамят в глаза. И ты думаешь, ну наши бы сейчас убили. Притом родители просто бандиты, ну, там куча крови, трупов. Родители говорят такую фразу: не смей так говорить с матерью. Мне неприятно, как ты... И не надо так, и отец говорит, мне не нравится, как ты со мной разговариваешь. И все. Наказывают, забирают там компьютер. Но пальцем никто детей не трогает. Почему? Там культура уже настолько за эти годы, а это уже не первый год, это долго продолжается. А нам уже перерыв, да? Интересно, что пока мы слушали песню, некоторые граждане написали, а может быть, внуки приукрашены, может, врут, может, поберта, может, довели. Вот эти, видимо, тоже чувства своих детей били. А что я хочу сказать, друзья мои? Категорически нельзя трогать детей руками. И я думаю, что я доживу до того времени, когда в России за это будут просто сажать, а не рассказывать истории, что у нас такой способ воспитания. Это насилие. Как я уже рассказывал, во всем мире это приравняли к сексуальному насилию, и все сразу, что-то у них руки прямо, отвалились, я бы сказал. Уже за ремень не берутся. Более того, во всем мире уже, по-моему, в 3 или 4 года в детском саду ребенку дают телефон, когда он может позвонить, если его бьют родители. Тогда детей забирают в приемную семью, родители или сажают, но в зависимости от того, какой ущерб был ребенка, или там прав родительских лишает и так далее. Бабушка, дедушка, тетя и дядя, родственники, так называемые, в второй очереди, имеют полное право защитить своих внуков, если родные родители себя так ведут. Последний ответ на вопросы, будем прощаться. Здрасте. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер, Михаил. У меня такой вопрос касательно моей профессиональной сферы. У меня сейчас такая дилемма, я уезжаю за границу и выбираю между тем, оставаться мне на сегодняшней работе, я довольно много зарабатываю на ней, или начинать свой собственный бизнес, потому что мы с товарищем развиваем небольшой стартап и хотим вложиться в него, и он будет довольно много сил, я думаю, занимать, потому что стартап рассчитан на зарубеж, там нужно много общаться с компаниями и заниматься самим стартапом. Вот как вы думаете, как мне разобраться в себе и найти правильную дорогу? Ну, если вы меня, как вам все разобраться, я не думаю. Я просто хочу на ваш вопрос ответить. Я бы, конечно, выбрал работать на себя. Просто вы, да, я сомневаюсь, потому что рисков больше, нет уверенности, да, а тут как бы зарплата большая и так далее. Я правильно понимаю? Да, все верно. То есть у вас нет, на самом деле, выбора. Вы знаете, что вы хотите. Если вам гарантировали заработок, вы бы даже не сомневались, правильно? Да, естественно, я даже скорее так уверен, что у меня, скорее всего, это получится, и деньги будут неплохие. Ну, видимо, что-то... Как бы со своей работы я могу это делать. Да, естественно. И как бы хочется еще время уделять себе, потому что есть семья, и когда как ты занимаешься вообще всем и работой... Как вас зовут? Перегруз. Василий. Василий, дорогой, слушайте внимательно, что я вам сейчас скажу. Вы зря считаете, что если будете заниматься бизнесом, то это заберет все время. Что сказал покойный Стив Джобс по этому поводу, вы знаете? Нет. Вот запишите слова, татуировку потом на груди сделаете.
Работать надо не 12 часов, а головой. И я хочу сказать тем, людям, которые там света белого не видят, бросили семью из-за бизнеса, это чушь собачья. Если вы не умеете вовремя все делать, это ваша проблема, а не бизнес занимает столько времени, запомните это. Можно за 3 часа в день научиться деньги зарабатывать. Ну что, друзья мои, я с вами прощаюсь. Дима, спасибо, до вторника, пока.